Всем привет! Сегодня я хочу показать поле, где вывезли навоз. И хочу поговорить о пользе навоза. Почему нужен этот навоз? Если мы положим в теплицу навоз, мы тогда получим хороший урожай огурцов. Если вы на своем участке используете натуральный навоз, тогда вы получите неплохой урожай картошки. Положи под каждый куст яблонь навоз, получи каждый год яблоки. Если у вас нет возможности найти навоза, нет в своем хозяйстве коровы, овец, кур, тогда можно сделать такой метод. Меняем севооборот. Если же у вас не только подсобное хозяйство, а фермерское хозяйство или сельхозпредприятие, тогда вопрос решается уже по-другому. Но землю надо обязательно удобрять. Это может быть удобрение или чистый навоз, или удобрение. Но мы не пользуемся этим удобрением и вывозим на свой участок навоз или покупаем. И далее переходим к основной теме. Сегодня поговорим о пользе навоза. Каждый человек или подсобное хозяйство может в поле взять в аренду землю. Вот здесь находится наш участок, здесь 75 соток земли. И мы здесь вывезли навоз. И здесь общее количество навоза 30 тележек. Это, конечно, многовато для 75 соток земли, но эта земля уже почти 15-20 лет не обработана. Поэтому мы решили не пользоваться удобрением, это химикат, а пользоваться натуральным удобрением, навозом. Это коровий навоз. Можно это покупать у сельхозпредприятий или у личных фермерских хозяйств. Но это нам обошлось примерно 50 тысяч. Самое главное, не используем мы удобрения, а используем чистый натуральный продукт навоз. При использовании навоза урожайность сельскохозяйственных культур повышается на 6-7 центнеров для зерновых, на 60-70 центнеров для картофеля. Для достижения таких показателей на гектар нужно вывести примерно 20-30 тонн навоза. Но у нас, конечно, здесь больше, потому что я же сказал, что эта земля уже не используется 15, если не больше, лет. Вот. Как мы помним, в навозе очень много питательных элементов и органических веществ. В его состав входят калий, кальций, азот, фосфор и другие минералы, необходимые растениям. О пользе навоза долголетиями узнавали путем наблюдений. Плюсы навоза — это, конечно, повышает плодородие почвы, улучшает структуру грунта. Сейчас я вам показал свой участок. Переходим к другому участку. Этот участок — сельхозпредприятие нашей деревни. Здесь они уже вывозят навоз почти 1,5 месяца. Здесь работает КАМАЗ и 2-3 трактора. Здесь у них огромное поле. Я вам показывал еще, как я наблюдал это поле. Это поле, здесь было посажено ячмень. Вот конца и края нету, столько навоза. Вот, значит, колхозы и совхозы тоже навоз зря не тратят.
пользуются чистым навозом, а не химикатами. У сельхозпредприятия больше 1000 голов крупного рогатого скота, и поэтому у них набирается очень много навоза. И у них земли тоже много, они меняют севооборот. Не каждый год на одно место не вывозят навоз. Каждый раз меняют. Мы сегодня поговорили о пользе навоза. Вот вы сами увидели, как колхозы, совхозы пользуются чистым удобрением, не только химикатами. Я тоже показал вам свой участок, где я использую чистый навоз, а не удобрение. Вот вы сами увидели, значит, есть польза от навоза. Поэтому пользуются и колхозы, и совхозы, и простые крестьяне, у кого есть в домашнем хозяйстве участок, и вот так не выбрасывают куда-то, а используют с пользой. Вот, на этом я завершаю свой эфир. Всем спасибо, кто смотрел, и пока.